когда стало очевидным, что они продолжают посылать оружие националистам, Сталин, руководитель советского правительства, объявил о помощи республике. Сталин обеспокоил подъем фашизма в Германии. Гитлер дал предельно ясно понять, что он считал коммунизм главным врагом нацизма. Сталин рассматривал испанский конфликт как способ укрепления военной силы Советского Союза, поскольку в это время Германия и Италия будут заняты, помогая Испании. Вместе с танками и истребителями было послано почти 700 военных советников. Но это не могло сравниться с поддержкой, которую получил Франко. В действительности республика получила самую существенную помощь не от какого-либо государства, а от добровольцев, интернациональных бригад. Около 30 тысяч американцев, англичан, французов и немцев, сторонников левых взглядов, подключились к борьбе в Испании. С новой поддержкой фашистов националисты могли открыть два фронта. Один, подступающий к Барселоне с севера, другой, возглавляемый Франко, на Мадрид с юга. К концу 1936 года Мадрид был окружен с трех сторон и, по сути, опорожнен. Бои были интенсивными и часто сопровождались бедствиями в отношении мирного населения. Республиканцы ловили и убивали священников Римско-католической церкви. Националисты уничтожали всякого, кого называли коммунистом.